Представители знака зодиака Водолей. Водолеи, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад, Таро прогноз, лето 2024 года. Как изменится ваша жизнь? Давайте узнаем у карт. Планетарно же летний период обусловлен переходом планеты Юпитер в знак зодиака Близнецы. Прежде это были Тельцы, Телец. И Телец – это более так тяжеловесная энергия, а Близнецы – энергия воздуха, ваша. И мы все, абсолютно все знаки зодиака больше легкости прочувствуем. Но вы, наверное, больше, чем кто-либо, уже можете ощущать в самом начале лета, что мой горизонт общения – он расширяется, или вы этого захотите. Легкость на подъем, изучение новых направлений, новых наук, или какая-то тема вас, которая прежде не интересовала совершенно, может как раз этот интерес возникнуть. Энергия Юпитера в Близнецах стимулирует интеллект, это по вашей части, мои дорогие водолеи, и делает нас как раз более прогрессивными к тому, чтобы что-то использовать, даже если это из сферы иррационального. Поэтому вы можете как и изучать что-то новое, или если вы прежде, так подготавливались, продумывали какие-то шаги, вы можете в течение лета приступить к реализации какого-то проекта. Вот этот волшебный транзит обещает для всех нас период возможностей сам по себе, как и расширить горизонты собственной жизни, так и изменить качество нашей жизни, что самое главное, наверное. Любая идея у нас зарождается ментально, а потом мы ее переводим в практические или через практические действия в реальность. У нас сегодня две колоды. Первая колода Таро ангелов, очень добрая колода. Мы достанем 3 карты, которые будут соответствовать месяцам: июнь, июль, август. Давайте узнаем. Июнь 2024 года. Как изменится ваша жизнь, мои дорогие водолеи, как карты видят? Может быть, это сфера жизни, которой вы будете уделять больше внимания, или какое-то событие. Как видят карты? Июль 2024 года для вас, мои дорогие водолеи, и август. Как изменится ваша жизнь? И на второй колоде золоченого Таро проясним по сферам жизни. Дела, работа, бизнес. Энергия денег. Личная жизнь. И мы достанем дополнительные карты потом. Что вас будет радовать, что вас будет вдохновлять, что вам будет помогать, что для вас плюс. Ну и неожиданности мы тоже такую карту достанем. Итак, июнь. Любовь, вообще аркан влюбленные. Это может говорить конкретно об отношениях, о приятных эмоциях, об отдыхе в этой колоде карт. Ну и, безусловно, еще и выбор. Он проходит по аркану влюбленные, и это может оказывать влияние на выбор в любой сфере жизни. У кого-то в личной жизни, у кого-то в творчестве. Среди вас много творческих людей. Или методы какие-то, какие вы думаете применить. У кого-то это проиграется по работе. Его Величество выбор, видимо, придется делать в июне. Хотя выбор мы делаем каждый день. Мы просто не замечаем этого. Но когда выпадает старший аркан, значит что-то более глобальное. Какие-то обстоятельства в вашей жизни, с которыми вам придется определиться. Давайте посмотрим июль. Личная жизнь. И, может быть, для большинства из вас личная жизнь, которая будет вдохновлять, радовать. И по этой карте у нас то, с чем мы согласны. Или это то, что в наших отношениях, как надежность и искренность. Это то, когда вы что-то делаете для партнера или отношения таковы, и партнер искренне откликается вам. По этой карте есть еще такое значение, когда вы готовы взять ответственность за партнера, и партнер готов взять ответственность за вас. Но это единение двух людей, причем те отношения, которые мы называем
искреннее и надежное, самое главное, наверное, в наше сложное время. Кто знает, для людей, тех, кто один или одна, вы можете познакомиться. Или, может быть, с учетом карты влюбленные, которая выпадает на июнь, у вас уже прежде состоялось это знакомство, и отношения переходят на другой уровень или развиваются в каком-то счастливом ключе. И дай бог, это очень даже здорово. Или вопросы семьи, вопросы, связанные с вашими детьми, родственниками, в июле месяце наиболее активно будут для вас проигрываться. Август. Что бы вы тут ни задумали, мои дорогие водолеи, шестерка жезлов – это карта победителя. Это карта самодостаточности, самоуважения, самодоверия. Это карта успеха. И когда вы можете что-то передумать в отношении дальнейших планов. Мы подводим итог по этой карте и строим планы на будущее. Нет остановки. И есть еще такое значение, пусть не в этой колоде, всегда сопутствует карте победителя как напоминание, 50% успеха чего-то достичь, но остальные 50 тебе придется как и удерживать заданные позиции, так и развивать на будущее. Потому что то, что как стоячее что-то, да, или мы не можем расслабиться, мы не можем сказать себе, ну все, я всего достиг, баста, теперь у меня какая-то пауза. Нет, как только мы себе устраиваем эту паузу, незаметно начинаем проскальзывать назад. Поэтому двигаться вперед, что-то изучать, может быть, если это касается сферы ваших достижений, амбиций, честолюбивых планов. Но, а если это касается личной жизни, значит, тоже своеобразная победа. Может быть, вы важные разговоры совершите, те, которые откровенные, на чистоту, проясните, куда идут ваши отношения, или будете уже строить планы и что-то осуществлять, ведь все-таки победа конкретно в августе. Дела, работа, бизнес. Отчасти это личная жизнь, с другой стороны, это карта ожидания. Или когда все идет своим чередом. Это карта интуиции, слушайте интуицию. И интуиция – это тандем счастливый нашего интеллекта и прежнего опыта. Дела, работа, бизнес, нет ускорения. Может быть, вы будете как раз оформлением заниматься ваших отношений. Я допускаю, что здесь у каждого по-своему. У кого-то счастливая история, у кого-то бывает и не очень, увы. И от того, как вы хотите дальше развивать. Или если прежняя ваша личная история была со знаком минус и утрачено взаимопонимание, это могут быть окончательные решения, оформление, де юре, может быть и так. Но тут то, что, в принципе, по этой карте не вызывает неприятных эмоций. И значит, для кого-то из вас все идет своим чередом в плане вашей работы или то, чем вы занимаетесь, оно тоже где-то неспешно, но продвигается. Или вы будете больше уделять внимание решению тех вопросов, которые касаются личной жизни, и тогда это тоже своеобразная победа. Я не могу сказать, что вы будете что-то форсировать в течение лета, или как с места в карьер какие-то достижения великие перед собой ставить. Победа есть, но это та победа, которая, скорее всего, вот от вашего выбора зависит. Но энергия спокойно, благоприятная по всем 4 картам. Давайте посмотрим финансы. Но в то же время изучение нового. Тройка жезлов – это всегда уже горизонт сам по себе. Это все то, что я говорила точнее, того момента, когда достала по картам. И нам показан человек, который уже спиной повернулся к прошлому. Вот для вас, как в прошлом, могут остаться способы заработка. Или вы для себя откроете какие-то новые перспективы, или будете изучать вторичный доход, пассивный доход, или для кого-то из вас релокация офиса и что-то будет связано с переездом, или вы добавите, как «я хочу стать популярным». Может быть, это как через интернет вы будете осваивать новые навыки. Или по этой карте также IT-сфера проигрывается. Все-таки у нас пространство. По Меркурию идет. И корабль один из символов Меркурия. Может проиграться также
если вы надумаете какой-то интернет-магазин открыть. Ну, наверное, все то, что связано с интернет, со сферой IT, все то, что связано с торговлей, все то, что связано с перемещениями, поездками, командировками со знаком плюс. Или для кого-то из вас деньги, вот как будто от вашей активности будет зависеть приход вашего дохода или какие-то новые перспективы. Все же перспективы есть сами по себе, и будет желание не тормозить буквально. Но эта карта тоже, как у нас первый аркан выпал, пусть это королева кубков, и я сказала ожидание, так и по тройке жезлов нет ускорения. Значит, что-то вы должны перед тем, как действовать, продумать очень хорошо, создать себе тезис-план. Для кого-то из вас это может еще означать какие-то очень важные перемены, если вот как отношения были на расстоянии. Тогда помощь партнера, даже может быть того, с кем вы будете планировать встречу. И по деньгам это как может сама по себе помощь быть, так и какое-то сотрудничество с человеком на расстоянии для кого-то и так может проиграться. Одним словом, 1000, наверное, вариантов, мои дорогие водолеи. Идем дальше. Что по личной жизни? Мир. Опять нам про какой-то переезд говорят. И по этой карте весь мир у ваших ног. Причем горизонты огромные, дистанция может быть тоже большая, а барьеров нет. По этой карте возможно все. И по карте мира у нас, посмотрите, лавровый венок. Ваша популярность, действительно. Кто поставил перед собой цель сделать свое творчество более известным на весь мир, вы можете это сделать посредством интернета, и это где-то принесет деньги. Если вы эксперт по какому-то вопросу, или ваша профессия, ваш труд, сфера занятости, она тоже предполагает, что вы самодостаточный специалист. Вы можете тоже уйти в свободное словно плавание или работать на самого себя посредством интернет. У кого-то удаленная работа, у кого-то работа в другой стране или в другой просто местности, у кого-то перемещение, и это как-то все будет взаимодействовать с личной жизнью. Я так вижу. Наверное, выбор серьезный может быть. Хотя нет скорости в течение летнего периода, нам не показали карты. Скорость будете определять вы, но есть тот выбор, который меняет все сферы жизни. Вот у вас, мои дорогие водолеи, какая-то одна составляющая вашей жизни может начать меняться, но потянет за собой все остальные сферы. То есть личная жизнь, допустим, меняется, и вслед за ней и место жительства может изменяться, и ваша работа, или график работы, или какая-то ваша деятельность, или новые способы заработка. То есть, ну вот все равно есть какая-то динамика. Давайте раскроем эту карту мир, хотя, в принципе, если вы были в сложных отношениях, конечно, вы помиритесь. Сама по себе карта гармонии в душе и примирении. Для тех, это если в сложные отношения, для тех, кто семейный, безусловно, это ваши планы совместно, и нам об этом тоже сказали. И для тех, кто один или одна, я могу сказать, что вы можете встретить партнера, который где-то далеко от вас, отправившись в командировку или в путешествие, или уже имеет такого партнера. Давайте все-таки мы спросим, для тех, кто один или одна, поясним. Да, новое знакомство конкретно. Все остальные карты нам об этом сказали. Ну и приятное общение. А для кого-то из вас это будет партнер, который намного младше вас. Для тех, кто в паре, любовь. Ну вот мне нечего добавить. Не случайно, наверное, карта мир. И для тех, кто в сложных отношениях, ну тоже. Знаете, тут как высшие силы. Даже если действительно не могли договориться, но у вас есть желание. Вы знаете, что этот человек к вам относится искренне. Или этот человек вас какое-то время, может быть, и поддерживал. Но есть тот пункт, когда бывают наши ссоры совершенно, ну, какие-то, любая ссора неправильная, но бывают глупые ссоры, когда по каким-то мелочам мы не смогли договориться, надулись как будто и расходимся. Вот здесь нет. Такие, если были
разочарование или расставание, словно высшие силы вас сводят вместе. Шестерка, еще одна победа. Пентакли, если здесь жезлы, то здесь по деньгам. Это помощь свыше. Иногда это вас могут помирить или инициировать где-то ваши родственники, чтобы вы помирились. Соединить ваш союз. И вот такое тоже может быть. И от вас это тоже зависит. Вы сами чего-то будете, ну, знаете, хотеть стабильного. И поэтому, если была какая-то ссора или был конфликт, но вы знаете, что вы словно созданы друг для друга. Вы обязательно помиритесь, мои дорогие водолеи. Ну и денежные финансовые вопросы, так попутно карта говорит, что вы тоже сумеете решить. Всячески благоприятно. Что вас будет радовать? Ну, я-то думаю, столько положительных моментов. Обещают в течение лета. Карта сила. У вас очень сильная позиция. Но помните, это карта серого кардинала больше. Для вас, мои дорогие девочки, это вы будете притягательны. Для противоположного пола. Это может быть как карта страсти, так отдаленно. Говорит, партнер может испытывать такую страсть. Физиологическое влечение по отношению к вам и хочет с вами продолжения отношений. У кого-то это так проиграется, он будет хотеть вам помогать. У кого-то это, если вы занимаетесь творчеством, вы тоже можете кого-то заинтересовать. И иногда по шестерке пентаклей. Пусть это немножко в других позициях, тем не менее карта выпала. Вы можете найти мецената для того, чтобы ну, как-то поддержать свое творчество. Или кому будете интересны скорее вы, тому будет интересен ваш проект. Вы вместе тогда можете что-то обдумывать. Карта сила возможности договориться, возможность договориться с людьми, даже скандальными, как-то обойти острые углы, принять Соломоново решение, одним словом, перевернуть все так, как хотите вы. Но это потребует только одного – укротить свое эго. У нас девушка прекрасная, держит льва на короткой цепочке, и нам придется держать эмоции на коротком поводке. Все остальное будет радовать. Неожиданности, любовь, счастье, благополучие, вдохновение, наполненность, деньги. Вот в этой колоде, посмотрите, две золотые рыбки. Рыба – это признак, символ, точнее, достатка, денег, благополучия и умение видеть горизонт, лучезарная дельта. Слушайте свою интуицию. Повторюсь, интуиция – это уже какой-то прежний опыт и интеллект. Видеть, ну, как на будущее, на пару шагов вперед и в себе не сомневаться. Вот что, как в неожиданностях. Самые приятные впечатления или то, что у вас получается, и у вас дополнительно открываются какие-то возможности. Нечего добавить. До бесконечности можно, наверное, вот эти обе карты перечислять, все их положительные значения, да и прежние-то карты перед вами тоже обещают приятный летний период. Перекладывайте на себя, мои дорогие водолеи, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.